Ветер забирался под пожухлые листья лопухов, выискивая там остатки тепла, но находил лишь сырость и ледяное дыхание надвигающейся осени. Маленькое существо, размером не больше мужской рукавицы, вжалось в самую гущу крапивных стеблей на краю оврага. Там, где заканчивались заборы последней деревенской улицы, начиналось глухое, пугающее безмолвие полей. В этом огромном мире, состоящем из колючих веток, едкого запаха прели и равнодушных звезд, не было больше ничего надежного. Только тишина, которая давила на неокрепшие плечи, и холод, медленно пробирающийся под кожу. Его шерстка, когда-то чистая и пахнущая теплым молоком, превратилась в свалявшийся серый панцирь, сквозь который безжалостно пробирался ночной озноб. Черно-белые пятна на боках сливались с тенями, делая щенка почти невидимым для случайного равнодушного глаза. Он совершенно не понимал, почему его жизнь, такая понятная и уютная еще пару дней назад, вдруг превратилась в этот бесконечный кошмар. В его памяти все еще жили обрывки счастья. За правым ухом всегда ощущался теплый влажный нос матери, а с боков подпирали мягкие копошащиеся братья. Тогда жизнь была наполнена тихим сопением и ощущением полной безопасности. Но однажды мама ушла за едой к старым фермерским постройкам и не вернулась. Братья, обезумев от голода, начали выбираться из логова. Сумерки поглощали их одного за другим. Теперь он остался один, самый маленький, самый слабый из помета. Щенок попытался подняться, чувствуя, как отчаянно дрожат его тонкие лапы, но они разъехались на скользкой, покрытой инеем земле. Голод стал его постоянным спутником, тупой болью, поселившейся в животе. На рассвете он побрел к деревне. У первого же дома он увидел миску с остатками каши. Но не успел он коснуться еды, как из глубины двора вылетела огромная тень. Цепной пес, чей оскал казался щенку размером со все его тело, рванулся с оглушительным лаем. Цепь взвизгнула, натянувшись струной. Малыш отпрянул, кувыркнувшись через голову, и бросился прочь. Так он выучил первый закон. Чужая еда стоит жизни. У продуктового магазина пахло копченой колбасой. Из магазина вышла женщина в синем пальто, и из ее свертка выпал кусочек булки. Малыш замер. Его глаза неотрывно следили за этим белым комочком. Когда женщина ушла, он осторожно пополз вперед, но над ним выросла тень. Мужчина в камуфляжной куртке, не заметив щенка, шагнул вперед, и его тяжелый ботинок прошелся по касательной, задев щенка по ребрам. «Пошел вон, блохастый!» — крикнул человек. Щенок не заскулил. Он сжался в комок, чувствуя, как острая боль пронзила бок, и бросился к мусорным бакам. Мир не просто не замечал его. Мир активно выталкивал его вон, словно он был ненужной соринкой на чистом полу. Ночью пошел дождь. Шерсть намокла, стала тяжелой и холодной. Он начал грызть край картонной коробки, пытаясь обмануть желудок, но бумага только вызывала тошноту. На следующее утро он набрел на стаю бродячих псов у гаражей. Малыш перевернулся на спину, подставив мягкий беззащитный животик. Это была высшая степень доверия и мольбы о пощаде. Но рыжий вожак с разорванным ухом только утробно зарычал. Стая окружила его, создавая живое кольцо из оскаленных пастей.
Они не собирались его есть, он был слишком мал. Они просто вышвыривали его из своей реальности. Сила была единственным правом на существование, а у него ее не было. Июльский зной выжигал остатки жизни из дорожной пыли. Воздух дрожал над раскаленной грунтовкой. Щенок, чьи бока теперь обтягивали острые ребра, шел по обочине. Силы покидали его капля за каплей. Вдруг его чуткий нос уловил странный аромат, запах жира и жареного теста. На дороге лежал розовый полиэтиленовый пакет с недоеденным пирожком. Малыш набросился на него с отчаянием обреченного. Пакет шуршал, вырывался из лап, но голод был сильнее страха. Пластик поддался. Вместе с кусками вожделенного теста в пасть щенка попадали ошметки полиэтилена. Он не разбирал вкуса, он просто заглатывал все подряд. Жирную начинку, липкую пленку. Ему казалось, что эта еда наполнит его силой. Но через час внутри что-то тяжело заворочилось. Земля качнулась, небо перевернулось. Малыш обессиленно растянулся прямо на раскаленном асфальте. Он ждал финала. Он был готов к тому, что тишина, наконец, заберет его навсегда. «Глянь, Коль, тряпка какая-то валяется. Или дохляк». Раздался звонкий голос. Мише было 15. Он возвращался с другом из леса. Мальчик замер, вглядываясь в едва заметное движение под грязными ребрами. «Подожди! Он живой! Смотри, он дышит!» Когда тень мальчика накрыла щенка, защищая его от солнца, тот приоткрыл один глаз. В глубине помутневшего зрачка Миша увидел такую бездонную тоску, что у него перехватило дыхание. Щенок совершил усилие. Его хвост один единственный раз слабо ударил по пыли. Это было его невысказанное «помоги мне». Мальчики завернули щенка в Мишину рубашку и отнесли в свой блиндаж, окоп в лесополосе, скрытый малинником. Там было прохладно и пахло сырой землей. Они разрезали пластиковую бутылку, соорудив подобие миски. «Ест! То есть пьет!» — радостно зашептал Коля. 3 дня они жили двойной жизнью. Таскали из дома котлеты, кашу, молоко в баночках из-под майонеза. Назвали его малышом. Пес быстро шел на поправку. Он начал встречать их у входа, забавно повиливая хвостом. Его шерстка очистилась. Обнаружилась белая маска на мордочке и белые носочки на лапах. Они играли с ним в разведчиков, и мир в этом окопе казался идеальным. Но на 4-е утро лесополоса встретила их тишиной. Малыш лежал в углу, свернувшись тугим кольцом. Его живот превратился в плотный, раздутый барабан. Пленка от розового пакета перекрыла все внутри. «Он умирает, Мих», — Коля попятился. «Посмотри, как мучается. Давай положим его в тенек, пусть спокойно уснет. Замолчи». Миша резко обернулся. Его глаза горели отчаянным блеском. «Мы не могли его оставить тогда. Мы же люди, Коля. Я не дам ему подохнуть в этой яме. Помоги мне его завернуть». Миша принес щенка домой. Его отец Андрей, человек кряжестый и суровый, стоял на крыльце. «Это еще что за мусор вы в дом прете?» — нахмурился он. «Опять тайны развели?» Миша не отвел взгляда. Он опустился на ступеньку и развернул куртку. «Папа, это не мусор, это щенок. Мы его 4 дня в лесу прятали. Он помирает. Он пакет проглотил. Не прогоняй его, пожалуйста». Андрей посмотрел на сына, на его дрожащие руки. Он вспомнил, как сам когда-то притащил домой раненого стрижа
И как его собственный отец тогда указал на дверь. Та старая обида кольнула под ребрами. «Живот как барабан», — буркнул Андрей. «Это серьезно. Лена, неси его на кухню, на старое одеяло, а я деду Василию позвоню». Дед Василий, местный знахарь, долго возился с малышом. Если до вечера пронесет, выживет. Если нет, к ночи затихнет. В доме воцарилась гнетущая тишина. Мальчики сидели на полу, не сводя глаз с подстилки. Наконец, щенка вырвало. Вместе с чернотой вышли те самые розовые ошметки пакета. Малыш рухнул на одеяло, тяжело дыша, но его взгляд стал ясным. Он едва заметно лизнул ладонь Миши. Январское утро в деревне выдалось хрустким и звонким. На кухне пахло свежим чаем, а из-под стола послышалось нетерпеливое цоканье когтей. Из-под скатерти показался крепкий поджарый пес с лоснящейся черно-белой шерстью. От того задохлика не осталось и следа. Свое имя он оправдывал каждый день. Его лай был гулким и раскатистым, за что его и назвали Громом. Андрей, возвращаясь с работы, теперь первым делом трепал пса за густую гриву, а Миша и Коля, глядя, как Гром ныряет в сугробы, знали. В ту июльскую жару они спасли не просто собаку, они спасли что-то очень важное внутри самих себя. Мир вокруг остался прежним, но в этой маленькой точке на карте добра стало чуточку больше. 3 сердца, мальчишеские и взрослые, теперь бились в такт 4 лапам. Жизнь продолжалась, и теперь в ней больше не было места одиночеству.